В этом видео я хочу ответить на вопросы о таргетированной рекламе, которые часто получаю в директ. Я их собрала, поэтому мы с вами поговорим о том, какой бюджет нужен на рекламу, почему реклама работала раньше, сейчас не работает, что делать, если вы столкнулись с блокировкой, как вообще работает реклама. Если у вас есть какой-то вопрос о рекламе, у вас что-то произошло, что-то не работает, то не стесняйтесь, пишите в комментариях. Меня зовут Галина Горбань, я с 2017 года настраиваю таргетированную рекламу, также обучаю настройки таргетированной рекламы, консультирую, ко мне можно попасть на консультации на наставничество, а также можно обучаться у меня на курсе роста продажи через таргет. Ссылки под этим видео я оставлю, если вас интересует какая-то моя услуга, то вы можете оставить заявку. Сейчас я вам буду показывать вопросы и давать на них ответы. Первый вопрос: какой бюджет нужен на рекламу? Здесь нету однозначного ответа, потому что для каждой ниши будет требоваться свой бюджет. Например, если вы продаете недвижимость или если вы продаете игрушки ручной работы, то здесь логично, что для каждого аккаунта здесь будет разный бюджет. Минимальный бюджет, с которого я рекомендую стартовать, это $5 в день. Это просто самый минимум, который стоит вкладывать для того, чтобы посмотреть вообще, как работает реклама, чтобы успеть что-то проанализировать, протестировать разные макеты, разные аудитории, потому что когда у вас нет бюджета, соответственно, вам нечего запускать в рекламу. То есть вы не сможете запустить один раз на $2 рекламу и потом сказать, там реклама работает или не работает. Для того, чтобы оценить как работу рекламы, оценить, сколько стоит у вас подписчик, заявка в директ, какая цена одной продажи, то для этого, соответственно, нужен бюджет. Какие будут результаты у вас, то это будет уже зависеть от того, насколько вы умеете пользоваться инструментами, которые предлагает Instagram и Facebook при настройке рекламы. Работать с рекламным бюджетом так, чтобы не сливать его, а грамотно распределять, я обучаю на своем курсе роста продажи через таргет. Потому что Facebook очень такой хитрый, я бы сказала. Если ему поставить маленький бюджет, то можно не увидеть результат. Если поставить большой бюджет, то может быть такое, что бюджет за день съестся, а результата будет просто никакого. Поэтому здесь есть такие нюансы, которыми я, конечно же, делюсь со своими учениками. Если сказать еще раз так кратко, то есть если вы хотите только начать, только первый раз запустить свою рекламу, то вы можете попробовать $5 в день, можете попробовать $3 в день. Если у вас дорогая ниша, дорогой продукт, то, соответственно, бюджета $5 в день будет недостаточно. Либо его можно использовать как такой поддерживающий бюджет для того, чтобы набирать, например, подписчиков, будет зависеть также от вашей задачи. Поэтому какой бюджет будет зависеть от того, что вы вообще хотите, чтобы у вас покупали, чтобы на вас подписывались, чтобы вам писали в директ, либо, может, вы хотите переводить людей в канал Telegram, ну и, соответственно, везде будет разный бюджет в зависимости от ваших вообще целей. Следующий вопрос: как избежать сбор Apple 30%? Я на эту тему сняла уже несколько видео, поэтому вы можете посмотреть их на моем канале. Если сказать кратко, то для того, чтобы избежать сбор Apple, нужно настраивать рекламу не через приложение Instagram в телефоне, в айфоне, а нужно вне приложения настраивать рекламу. Как это можно сделать? Вы можете запустить рекламу через браузер с телефона, планшета или компьютера. Можете использовать приложение Meta Business Suite, либо можете настраивать рекламу через Ads Manager. Почему не работает кнопка «Продвигать»? Если вы нажимаете на кнопку «Продвигать», она у вас не активна, или если у вас вроде как реклама крутится, но не списываются деньги с карты и реклама не показывается, то, скорее всего, что вы столкнулись с блокировкой. Здесь нужно уже смотреть, что именно у вас заблокировали: платежные данные, рекламный аккаунт или у вас заблокировали Instagram. То есть нужно понимать, что это за блокировка, чтобы предпринять определенные действия. Я помогаю разблокировать рекламные функции. У меня есть чат с поддержкой, возможно, он у вас есть тоже. Если нету, то, конечно, это проблема, потому что он есть не у всех, и, к сожалению, некоторые предприниматели хотят настраивать рекламу, но не могут этого сделать, потому что что-то заблокировали, а связи с поддержкой нет. То есть я помогаю раскрутить сложные задачки с блокировками и рекламными аккаунтами, но хочу, чтобы вы тоже понимали, что есть вопросы, которые может решить техническая поддержка от Facebook. Но не все вопросы она может решить, потому что иногда система решает, что вы нарушили какие-то правила. Особенно сложности возникают у тех, у кого был взлом аккаунта Facebook или платежной карты, и получается, что сам Facebook, он вам не доверяет, и поэтому нужно предпринять такие серьезные действия. Поэтому, если у вас что-то не работает, то присылайте мне в Instagram скрины, чтобы я хотя бы посмотрела и сказала вам, что у вас не работает и как это можно решить.
Как работает реклама в Instagram? Это очень хороший вопрос, потому что понимание того, как устроено все, поможет вам настраивать рекламу лучше. Реклама в Instagram работает по интересам. Если вы ищете недвижимость в Instagram, вам показывается предложение по недвижимости рекламное. Если вы ищете куртки, вам будут показываться куртки. То есть то, что вы ищете в данный момент времени, то вам будет и показывать алгоритм. И это позволяет понять, как вообще работает реклама, когда вы ее настраиваете. То есть вы по факту выбираете интересы, которыми интересуются люди, которым нужны ваши товары или услуги. Единственное, что не всегда, например, если вы мастер маникюра, ваш интерес это только маникюр, потому что вы можете так захватывать еще и других мастеров маникюра. То есть работать с интересами, это очень интересно, я этому обучаю на курсе «Рост и продажи через таргет», потому что такая реклама, когда вы умеете настраивать рекламу по интересам, то вы можете не только сделать дешевле свою рекламу, но вы еще можете настраивать рекламу лучше конкурентов, потому что чаще всего ваши конкуренты не выбирают никакие интересы, они настраивают рекламу на рекомендуемую аудиторию от Инстаграма или от Фейсбука. Иногда хорошо работает рекомендуемая аудитория, но не всегда, потому что то, что может сделать человек и подумать, какая еще у него целевая аудитория, кроме такого прямого интереса, как может поразмышлять человек, то так, конечно же, алгоритм, машина, они так не умеют размышлять. Почему раньше реклама работала, а сейчас реклама не работает? Хочу вам сказать, что реклама работает, но есть такие нюансы. Например, Facebook ввел аудиторию Advantage. Совсем недавно они придумали, что искусственный интеллект может помогать искать аудиторию. Соответственно, этот искусственный интеллект не всегда объективно и не всегда правильно находит нужную аудиторию. Если вы выбираете рекомендуемую аудиторию при настройке рекламы, то, соответственно, вы попадаете в такую ловушку искусственного интеллекта, когда система пытается подобрать вам целевую аудиторию. Реклама в итоге показывается не тем людям. Чтобы это решить, нужно уметь работать с интересами. Еще вариант, почему может реклама не работать, потому что в данный момент времени запустили вы и думаете: вау, какое я супер предложение запустила. Но на самом деле ваши конкуренты уже давным-давно крутят это предложение, и у людей просто такая баннерная слепота. Они не реагируют на это предложение, но если вы придумаете какой-то другой оффер, что-то другое запустите в рекламу, у вас могут быть хорошие результаты. Поэтому реклама — это всегда про тестирование вашей идеи. И если вы видите, что нету какого-то результата, то ваша задача продумать другое рекламное предложение для того, чтобы вы все-таки увидели результаты. Потому что если бы реклама не работала, то никто бы не вкладывал такие огромнейшие бюджеты в Инстаграм для того, чтобы дальше показывать рекламу. Но мы видим, что с каждым годом все больше людей переходят даже из офлайн бизнеса в онлайн. Параллельно у кого там какие-то магазины есть в городах, переходят в онлайн, потому что понимают, что онлайн — это возможность работать на более широкую аудиторию и отправлять свои товары, предлагать услуги не только в рамках какого-то города или района, но и в рамках страны или даже всего мира. Под видео я оставляю ссылки на предзапись, на мой курс «Рост и продажи через таргет», а также на консультацию. Если вдруг у вас есть какой-то конкретный вопрос, вы хотите, чтобы я помогла вам его решить или дала какие-то рекомендации по настройке рекламы или решила вопрос с блокировкой, то вы можете оставить заявку. Также под видео вы найдете ссылку на инструкцию «Бери и делай», которая поможет вам быстро сориентироваться в рекламном кабинете Ads Manager и попробовать настроить рекламу самостоятельно. Но я все же рекомендую сначала пройти полноценное обучение для того, чтобы разобраться во всех этих рекламных кабинетах, бизнес-портфолио и всем, что придумал такое сложное, запутанное Facebook, а потом уже такая инструкция поможет вам, конечно же, вспоминать, что куда нажимать, или если вдруг вы давно проходили какое-то обучение по таргету, то такая инструкция поможет вам сориентироваться в последнем интерфейсе, как он выглядит сейчас и куда нужно нажать для того, чтобы настроить рекламу. Всегда благодарна вашим лайкам и, конечно, вопросам под видео.